Близнецы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Ну что, рассказывайте, как у вас прошел апрель. Самое главное событие не просто апреля, а всего года. То, что Уран перешел в ваш знак на ближайшие 7 лет. Уран у нас планета неожиданных, резких перемен, революций, обновления. Поэтому делитесь, вы уже почувствовали этот транзит или нет. У меня есть отдельное видео про Уран-близнеца для каждого знака, что вас ждет до 2033 года. Плейлист оставлю в описании под этим видео. Итак, май для вас месяц, когда жизнь резко начинает меняться, вы уже не сможете вернуться к тому, как было раньше. Тут уже Уран включается, он вошел в ваш знак. Самое главное событие произошло, и в мае он начинает давать события. Резкие повороты, неожиданные решения и ситуации, которые вы не планировали. В первой половине месяца будет ощущение, что все зависло, планы тормозятся, люди пропадают или ведут себя странно. Многие вещи уходят из вашей жизни сами по себе. Вы можете отдаляться от кого-то, заканчивать общение, уходить с работы или просто у вас какой-то период, очень важный период жизни завершается. Вы поймете, что больше не хотите жить как раньше, время, когда закрывается старая история. После середины месяца будет уже все более резко разворачиваться, начинаются движения, вам будут писать, звонить, приглашать куда-то, появляться предложения новые могут, новые знакомства, поездки, разговоры. Вы начнете принимать быстрые решения и действовать иначе, чем раньше. И у многих из вас будет резкая смена направления, новая работа, новые знакомства, отношения или переезд. В период с 18 по 22 мая вас ждет какое-то неожиданное событие, может быть новость, встреча или решение, которое полностью меняет вашу жизнь. Многие из вас в эти дни скажут себе, что назад дороги нет. По финансам во второй половине месяца начинается движение, появляется возможность заработать, договориться о деньгах, взять больше работы или выйти на новый уровень дохода. Деньги будут приходить через людей, разговоры и быстрые решения. А в отношениях в конце месяца будет какой-то важный разговор, вы расставите точки и перейдете на новый уровень. Поймете, что как вам дальше быть, по пути вам или нет. Момент правды, который многое прояснит. Сначала вы закрываете старое в начале месяца, потом резко переходите в новое, и все, что сейчас происходит, это начало нового большого цикла новой жизни. Чтобы гороскоп проигрался в плюс и май принес вам изобилие и финансы, пишите в комментариях, это уже наша традиция. Многие, кто пишут каждый месяц, видят приятные, позитивные перемены. Пишите в комментариях, во благо мне и моей семье принимаю изобилие. 1 мая происходит полнолуние в Скорпионе в вашем 6-м доме гороскопа. Это полнолуние формирует напряженную ось между 6 и 12 домами. Луна в Скорпионе поднимает какие-то реальные события, вопросы в теме работы, здоровья, повседневной нагрузки. Солнце в Тельце в 12 доме показывает фон усталости, скрытых процессов и внутреннего напряжения, которое уже накопилось. Складывается ситуация, когда внешние требования и внутренняя усталость сталкиваются, и вы больше не тянете тот режим, в котором жили до этого. Вот именно в этот период полнолуния происходит событие, которое заставляет вас признаться себе в чем-то и изменить свой режим, свою работу, график. В рабочей сфере это может проявиться как увольнение, конфликт на работе, какие-то разборки, какой-то напряженный разговор, может быть, с коллегой или с начальством, ситуация, где поднимается вопрос ответственности, денег и обязательств. Вам могут предъявить претензии какие-то, или вы сами начнете высказывать то, что долго держали внутри и терпели. Скорпион усиливает глубину, это не поверхностные какие-то недовольства, это накопленное раздражение, которое выходит наружу и всплывает то, что было скрыто. Может быть ошибка, которую вы или кто-то допустил на работе, обман, недосказанность, ощущение, что вас используют или недооценивают. Если вы работаете в найме, у многих проиграется как решение уйти с работы или ситуация, которая к этому ведет. Может быть давление со стороны руководства, переработки, конфликт с коллегами, после которого уже невозможно вернуться к прежнему формату. У кого-то это будет уход коллеги, перераспределение обязанностей, увеличение вашей нагрузки, и это вызовет еще большее напряжение. Помните, полнолуние действует где-то 2 недели после этой даты. Если у вас есть свой бизнес, вы работаете на себя, то тут будет скрываться слабое место в вашей системе. Может быть сотрудник, который подводит, финансовая ошибка, потеря денег, сбой в работе процессов. И вам придется вникать глубже, проверять, контролировать что-то и принимать жесткие решения. Может быть увольнение сотрудника или полная перестройка схемы работы.
По здоровью тоже очень важно, потому что шестой дом связан с телом, а Скорпион со скрытыми процессами. Поэтому может проявиться через обследование, это полнолуние, через анализы, выявление проблемы, болезни какой-то или обострение хронического состояния. Организм даст вам сигнал, что дальше игнорировать нельзя. Для кого-то из вас это будет диагноз, наконец-то вам поставят, для кого-то это завершение лечения, но в любом случае через осознание, что нужно менять образ жизни. На уровне повседневной жизни будет ломаться ваш привычный режим. То, что раньше работало, перестанет, и вы можете не успевать, перегружаться, ощущать, что нагрузка стала чрезмерна, что никто вам не помогает, что все вы тащите на себе. Возникнет необходимость пересмотреть свой график, убрать лишнее и изменить режим. Сначала возникает событие или разговор, потом ситуация обостряется, и в течение 2 недель вы приходите к решению. Момент, когда заканчивается старый порядок вашей жизни в теме работы, здоровья и повседневной нагрузки. Дальше вы начинаете уже выстраивать новый, потому что прежний больше не работает. В закрепленном комментарии я оставлю свой телеграм-канал. Переходите, там я даю прогнозы для всех знаков зодиака на какие-то астрологические события. К примеру, там, если есть напряженный аспект между планетами, либо Солнце меняет знак, новолуние происходит, и рекомендации. Подписывайтесь. И самый главный бонус. Я открыла сейчас доступ к своему гайду, инструкция, как правильно построить карту желаний, чтобы она работала на вас, и все ваши желания исполнялись. Я уже по этому методу 5 лет подряд делаю карту желаний. Я рекомендую это и подругам, и близким, родственникам. Все делают по моей инструкции карту желаний, которая реально сбывается. Но доступ будет только у тех, кто подписан на меня в телеграм-канале. 3 мая Меркурий, ваша планета-управитель, переходит в знак Телец, ваш 12-й дом гороскопа, и будет находиться там до 17 мая. С этого момента вы входите в совершенно другой ритм. После активного и какого-то напряженного периода появляется ощущение замедления. Мысли становятся более тяжелыми, глубокими, меньше спешите с выводами, больше анализируете и возвращаетесь к уже прожитым ситуациям. Меркурий управляет вашим знаком, и когда он уходит в 12-й дом, он как будто прячет вашу активность внутрь. Вы меньше проявляетесь внешне, меньше говорите, больше наблюдаете и думаете. Период, когда вы не торопитесь действовать, потому что вам важно сначала все внутри понять и прожить. Телец усиливает это состояние, он фиксирует внимание на одном и том же, и вы можете буквально прокручивать одни и те же мысли, разговоры, воспоминания, возвращаться в какие-то ситуации из прошлого, могут вам писать люди из прошлого, не знаю, темы какие-то будут подниматься, которые вы считали закрытыми. И это не случайно. В этот период вы завершаете внутренние процессы, которые не были прожиты до конца. В вашей жизни могут появиться люди из прошлого, написать, объявиться, напомнить о себе. Вы сами можете возвращаться к старым контактам, перепискам, историям. Может быть, возврат к старым идеям, проектам, которые вы когда-то отложили. В рабочих вопросах часть процессов уйдет в тень. Не все будет происходить открыто, возможно обсуждение без вашего участия на работе, в коллективе, за спиной, скрытые договоренности, ситуации, когда вы чувствуете, что не владеете полной картиной. Период, когда лучше не делать резких выводов, потому что информация может быть неполной. Еще это время дистанции, вы будете больше думать о другом месте, о переезде, о людях, которые находятся далеко. Возможно, удаленные контакты, переписки, решения, которые принимаются не напрямую, а через расстояние. Может, вы с кем-то там ведете переговоры, общаетесь, пока никому не рассказываете, готовитесь к чему-то. И 12-й дом еще связан с расслаблением. У вас появится естественное желание снизить нагрузку, захочется тишины, отдыха, спокойствия. Может, вы больничный возьмете, отпуск на этот период. Хороший период для восстановления, для каких-то спа-процедур, для того, чтобы замедлиться и не держать постоянный контроль над всем происходящим. Но тут еще важный момент. Меркурий в 12 доме снижает концентрацию, повышается вероятность ошибок, забывчивость, недопонимание. Поэтому важно перепроверять документы, договоренности и все, что связано с информацией. На уровне состояния может проявляться как усталость, желание побыть одному или одной, уйти от лишнего общения. Будет ощущение, что вы как будто выпали из активной жизни. Но главный смысл этого периода, что вы готовитесь к очень сильному включению, которое начнется во второй половине месяца, когда Меркурий вернется в ваш. Возможно, в этот период вы увлечетесь эзотерикой, таро, прогнозами, астрологией больше, чем обычно будете изучать какую-то информацию.
Если вы только попали на мой канал, вы новый подписчик, то я делаю астрологические прогнозы в PDF-формате, личные разборы, натальная карта, с чем вы родились, что вам проработать, почему возвращаются одни и те же сценарии в вашей жизни. Или вы хотите прогноз на год, пишите мне на электронную почту, либо в Telegram, в описании канала. Не под этим видео, именно в описании канала, в самом низу есть Telegram-канал и Instagram. В будущем цены я буду повышать, очень много энергии, уходит очень много времени, я очень загружена, поэтому если вы хотели успеть по таким приятным ценам, пишите мне в любой мессенджер. 5 мая очень напряженный день, Марс в Овне будет в напряженном аспекте к Юпитеру в Раке, и для вас, близнецы, это противостояние между сектором друзей, единомышленников, социальных групп, 11 дом, и сектором личных денег и самооценки, это ваш 2 дом гороскопа. Кстати, делитесь, Юпитер с прошлого года до июня этого года в вашем 2 доме гороскопа. Увеличился ли ваш доход, ваши финансы? У меня есть отдельное видео про Юпитер, переходите, смотрите. Итак, что может быть в этот день, плюс-минус пару дней до, после этой даты? Друзья, коллеги, чаты, тусовки, все это может провоцировать вас на действия, которые бьют по вашему карману или по вашей самооценке. Вам могут сказать там, к примеру, скидываемся на что-то, или давай скинемся побольше, купим подарок начальству, еще что-то. Или может возникнуть ситуация, где финансовые решения будут оценивать публично. Юпитер в Раке дает иллюзию, что если сейчас щедро потратитесь на общее дело, то потом вам воздастся. Но Марс в Овне – это импульс, это действие на адреналине, необдуманное, без холодного расчета. Будьте осторожны, чтобы не потратить лишнего. Или вы идете на какое-то мероприятие, покупаете какой-то подарок, тратитесь на него. Может быть, оно не такое уж важное, как вам кажется, либо вы переоцените свои силы, потратите больше. Закладывайте на этот день или на какое-то мероприятие в мае больше, чем вы рассчитываете. В этот же день Меркурий, ваша планета-управитель, в напряженном аспекте к Плутону будет. Меркурий сейчас находится в Тельце, зона скрытых врагов, тайных процессов и внутреннего напряжения. А Плутон находится в Водолее, в вашем 9 доме гороскопа. Это тема чужих убеждений, правды, закона, чьего-то мнения. 5 мая будет не просто провоцировать вас финансово, эта дата. Вас будут выводить на эмоции через слово. Кто-то вам скажет что-то резкое, категоричное, обидное. Или вы узнаете информацию, которая вас взбесит. С учетом того, что Меркурий в 12 доме, информация может прийти из-под тишка. Или может вы узнаете что был какой-то разговор у вас за спиной. Увидите какую-то переписку не для ваших глаз. Или почувствуете жесткое давление со стороны системы или вышестоящего человека по должности, по рангу. Ваш острый ум в ответ на удар Плутона захочет испепелить оппонента словом. Вы захотите, не знаю, может быть, вступить в словесную перепалку. Или, может, скажете что-то, а потом уже подумайте, что что-то вы погорячились. Да? Будьте осторожны. Будьте осторожны, потому что Плутон – это трансформация через кризис. Если вы сейчас ввяжетесь в какую-то словесную войну, она обернется против вас. В лучшем случае вы потратите кучу нервов впустую. В худшем поссоритесь с человеком на годы вперед или создадите для себя врага, который умеет ждать. Поэтому будьте осторожны, держите язык за зубами и контролируйте свои финансы вблизи этой даты. Ничего важного не подписывайте, не решайте по возможности, в перепалки не вступайте. Если чувствуете, что внутри закипает вулкан от чьих-то каких-то там, не знаю, слов или от того, что от вас требуют денег, выдохните, дайте себе время и подумайте об этом, проанализируйте все. Стратегия самая правильная – взять время и подумать, не надо сразу резко отвечать. 14 мая соединение Солнца с Меркурием в Тельце в вашем 12 доме гороскопа. Меркурий отвечает за поездки, коммуникацию, документы, связь, любые передвижения. Солнце отвечает за ваше физическое присутствие, за ваше внимание, сознание. И они встречаются в знаке Тельца, в зоне финансов, тела, комфорта. В 12 доме гороскопа. А 12 дом – это еще больницы, изоляция, закрытые учреждения, отели, места, где вы выпадаете из общего потока жизни. Складывается ситуация 14 мая, либо пару дней до после, когда вы оказываетесь в таком месте или целенаправленно тратите деньги на то, что связано с лечением, диагностикой, уединенным отдыхом. Конкретные события, связанные с финансами и вашим местоположением.
В теме здоровья может проявиться как поход к врачу, сдача анализов, может вы проходите обследование, оплачиваете прием, процедуру. Для кого-то это плановая операция, восстановление после операции, либо подготовка к ней, визит в стационар на дневное пребывание. Деньги уходят именно на это, не на развлечения, а на тело и его диагностику. Телец дает материальную фиксацию, поэтому сумма будет ощутимой, тут могут быть траты на здоровье. В теме поездок, перемещений, может быть, вы взяли больничный отпуск, покупаете билет, бронируете жилье на острове, либо бронируете какой-то отпуск на круизном лайнере. Что-то, какое-то место, которое находится в стороне от привычной суеты. Отель за городом, санаторий, база отдыха, дом у воды. Вы будете целенаправленно искать тишину и изоляцию. Еще может быть скрытие информации в этот день. Вы узнаете, что было скрыто от вас раньше и касалось или вашего здоровья, или чьих-то тайных разговоров о вас. Может быть звонок из клиники с результатом анализов, которые вы ждали. Может быть сообщение, которое вы случайно увидели. Новость какая-то, документ, который всплыл там по почте. Может штраф какой-то пришел, вы о нем не знали. Там он уже 2 недели как висит, просто только дошло до вас письмо. Суть такая, что вы получаете данные, которые раньше были в тени, скрыты от вас и напрямую касаются вашего физического состояния, ваших трат или вашего уединения. 16 мая происходит новолуние в том же 12 доме гороскопа. Новолуние – это начало. 12 дом – это начало не на публику, запуск процессов, которые идут в тишине. В Тельце, в вашем 12 доме гороскопа, это начало может быть связано с вашим телом, с деньгами и скрытыми от глаз делами. То, что вы закладываете, начиная с 16 мая, не будет видно окружающим, но именно это определит ваше состояние на ближайшие полгода. Может, вы начинаете курс терапии там, с психологом, с психотерапевтом, либо удаленную работу. Складывается ситуация, когда вы сознательно или вынужденно запускаете процесс лечения, обследования, восстановления. Это запуск нового цикла. Не разговоры, а конкретные действия. Конкретный поход, запись к врачу, или вы все уже ложитесь на обследование, или вы начинаете абсолютно новое лечение. Вот именно в эти даты. Телец дает материальную основу, поэтому вы будете оплачивать процедуру, страховку, прием, лекарства. Деньги будут списываться с карты за ваше здоровье. И для кого-то из вас это будет начало уединенного отдыха. Вы наконец-то поедете в отпуск, будет новый цикл перезагрузки вашей. Может быть начало какого-то нового творческого проекта, на котором вы не рассказываете, на котором вы работаете. Может, вы песню пишете, может быть, вы ставите какую-то шоу-программу, еще что-то. То есть вы работаете над чем-то, но в тишине, и не рассказывайте об этом никому. Либо у вас начались отношения, они развиваются, но пока об этом не знает никто. Тайные отношения. Вы можете начать какие-то новые практики, медитации, аффирмации, завести дневник благодарности, работать со своим подсознанием, со своим психологическим состоянием. Это тоже по 12 дому. 17 мая Меркурий переходит в ваш знак Близнецы, ваш первый дом гороскопа. Начинается период активных действий, период затворничества и тишины заканчивается. Ваша планета-управитель возвращается в ваш знак. Первый дом – это лично вы, ваше тело, ваше имя, ваша инициатива, документы на ваше имя, ваше присутствие, в принципе, в мире. Точка, с которой вы перестаете быть в тени и начинаете действовать от первого лица. У вас складывается ситуация, когда вы резко включаетесь в коммуникацию. Если до 17 мая вы могли игнорировать звонки, откладывать переписки, уходить в молчанку, то с этого дня ваш телефон начинает разрываться. Вы сами будете активно звонить, писать, договариваться о чем-то, ездить в какие-то по делам, короткие поездки, может быть, в соседний город даже. Поездок появится очень много. Будет острая потребность высказаться, заявить о себе, донести свою позицию, и ваш голос услышат. А в работе это может проявиться как переговоры, собеседование, обсуждение условий, финансов, сроков. Вы будете предлагать, торговаться, убеждать. Меркурий в первом доме делает вашу речь очень сильной. Если вы работаете с людьми, у вас консультаций будет очень много, если вы консультируете, да.
Вас будет сложно, переспорят, вас захотят слушать, и вас будут слышать. Поэтому именно 17 мая и в ближайшие дни после будут решаться вопросы, которые до этого висели мертвым грузом. Вы дозвонитесь до нужного человека, вы найдете нужную информацию, вы получите ответ, вы подпишете документ, о котором как-то долго говорили или все тянулось, откладывалось. День, когда бумаги приходят в движение, и все начинает продвигаться. Не только день, вообще этот период, пока Меркурий будет в вашем первом доме гороскопа. В теме поездок и перемещений тоже будет сдвиг. Может, для кого-то из вас переезд в другой район, другую квартиру, дом. Это не на далекое расстояние переезд. Меркурий отвечает за дороги, и когда он переходит в первый дом, вы либо сами куда-то едете, либо к вам кто-то приезжает. Короткие поездки по городу, области, их становится очень много. Вы начинаете мотаться по делам, встречам, объектам, может быть, в какую-то командировку. Машина, транспорт, навигатор – ваши главные спутники на ближайшие 2 недели. Если вы ждали билеты, подтверждение маршрута, документы на поездку, на путевку, то они именно сейчас будут приходить. Или, может быть, визу вы ждали. После 17 мая все ответы придут. В личной жизни вы перестанете прятаться. Если до этого вы уходили в изоляцию, не хотели никого видеть, то с 17 мая вы выходите в люди, начинаете общаться, знакомиться, появляется интерес, ваша привлекательность будет резко расти, потому что Меркурий в первом доме дает легкость, остроумие и быструю реакцию. На вас будут обращать внимание, и с вами захотят иметь дело, с вами захотят сотрудничать, работать. А уже 18 мая Меркурий в Близнецах соединится с Ураном в Близнецах в вашем первом доме гороскопа. Очень особенная дата. Уран только перешел в ваш знак. Это было 26 апреля 2026 года. Теперь он будет идти по вашему знаку 7 лет. 7 лет вашей новой жизни, перемен, разрушения старого. А 18 мая ваша планета-управитель встречается с этим Ураном в первом доме гороскопа. Первое соединение в новом цикле. В цикле оно дает очень мощный разряд, как ток, как будто бы включили трансформатор и пошла энергия к вам. Уран — это высшая октава Меркурия, это высший разум, это ваш собственный ум, но выведенный на космическую скорость. Информация, которая приходит не из логики, а вспышкой, озарения, слово, сказанное раньше, чем вы успели вообще подумать. 18 мая эта энергия будет бить прямо в ваш первый дом гороскопа. Ваше тело, имя, ваше личное присутствие. Будет ситуация складываться, когда вы получите новость, которую вообще не ожидали, как гром среди ясного неба. Может она очень резко прийти, звонок, сообщение, случайно услышанная фраза, уведомление какое-то, новость, которая меняет вообще все ваши планы на ближайшие месяцы. Не рядовая какая-то информация, а именно мощная какая-то новость. Это будет первая молния вашего нового 7-летнего цикла. Запомните, что произойдет 18 мая. Через несколько лет вы будете вспоминать этот день как точку, с которой все пошло иначе. Коммуникация это проявится так, что вы можете лишнего наговорить, о чем потом будете жалеть. Будьте очень осторожны, потому что ваши слова могут попасть в самую суть. Уран через Меркурий выключает фильтры, вы становитесь прямым проводником, с вас летает все маски, вы говорите правду, вы показываете себя таким, какая вы есть или какой вы есть, неудобный, резкий, но честно. Будьте к этому готовы, будьте осторожны с теми, кому вы это говорите. Не каждый выдержит такую прямоту. Еще это день, когда вы можете узнать то, что от вас скрывали. Уран — это внезапное вскрытие, это тайное становится явным за секунду. Вы открываете почту, а там письмо, которое все объясняет. Вы случайно видите переписку, вам звонят, сообщают какие-то факты, которые переворачивают картину. Может быть, к примеру, там на работе, начальство хотела продвинуть вашу коллегу на ваше место, об этом вам не говорили, они за спиной договаривались, и тут вам звонок, что все, вы уволены, на ваше место все, приходит другой человек. Я так, к примеру, вообще, чтобы вы понимали, какие могут быть перемены. В теме поездки и перемещения Уран дает резкую смену маршрута и повышенную опасность, поэтому будьте осторожны. Электричество, провода, техника, все, что связано с Ураном в этот день, требует особого внимания. Не лезьте в розетку мокрыми руками, не хватайтесь за оголенные провода. В общем, лишняя осторожность не помешает. За рулем особенно будьте осторожны, вдвойне внимательны.
Уран дает резкие маневры, неожиданные помехи на дороге, отказ навигации. Проверьте зарядку, связь, держите дистанцию, не гоните. Ваша реакция сегодня быстрее будет обычной, но именно это может сыграть злую шутку. Дернитесь раньше, чем надо, и создадите какую-то аварийную ситуацию на ровном месте. Поэтому будьте осторожны. И по здоровью тоже день нервной перегрузки. Уран в вашем первом доме гороскопа дает ощущение, что вас бьют током изнутри. Не знаю, будет желание двигаться, невозможно будет усидеть на месте, какие-то резкие движения, вы можете чувствовать электрические разряды в мышцах, подергивание века, скачки давления. Это ваша нервная система реагирует на соединение Меркурия и Урана. Лучше в этот день меньше пить кофе, энергетиков, дать лучше телу движение через спорт, через, я не знаю, прогулку пешком, бег. На работе могут быть какие-то форс-мажоры, сгорит техника, зависнет программа, пропадет интернет. Дома тоже может быть такое, перегорит телевизор, ноутбук, телефон. Уран бьет по тому, что устарело. Если ваш ноутбук дышал на ладан, то 18 мая или вблизи этой даты он может сказать последнее «прости» и все. Поэтому будьте осторожны. В этот день лучше и пару дней до после не назначать важных онлайн-встреч, если от них зависит какая-то судьба важного контракта, потому что связь может вас подвести в самый неподходящий момент. Кстати, я знаю, что у многих проблемы с интернетом, с ютубом, поэтому в закрепленном комментарии оставлю свой телеграм-канал, чтобы мы с вами не теряли друг друга и были на связи. 19 мая Венера переходит в знак Рак, в ваш второй дом гороскопа. До этого она шла по вашему первому дому, вы были на виду, вы обновляли образ, много общались, проявляли себе. Теперь она уходит в знак Рака, переходит в ваш второй дом денег, имущества, самооценки, всего, что вы считаете своим ресурсом. Рак отвечает за семью, дом, род, за глубокую эмоциональную привязанность. Когда Венера переходит в эту зону, у вас начинается период, когда деньги и комфорт тесно переплетаются с семейными темами и близкими женщинами, родственницами. Может быть, после 19 мая, ближайшие дни, вы начинаете тратить деньги на дом, на семью, может быть, на покупку подарка для мамы или помогаете ей, для сестры, жены. Не спонтанный шопинг для себя. Покупки, которые связаны с уютом, заботой о близких, созданием безопасного тыла. Что-то покупаете в дом, текстиль, посуду, технику, продукты, для семейного ужина, или, может быть, у вас какое-то семейное событие важное. Можете получать деньги тоже от дочери, от мамы. Венера во втором доме дает желание заботиться через финансы. В отношениях с женщинами вашей семьи, я имею в виду маму, там, сестру, жену, дочку, близкая родственница. Может быть важный разговор или встреча, вам звонят, вы договариваетесь, обсуждаете что-то, или мама к вам приезжает, вы едете к маме. Можете обсуждать все, что касается общего быта, здоровья кого-то из родных, семейного бюджета, наследственного вопроса. Венера смягчает все углы, даже если тема непростая, разговор будет более теплым, чем обычно. Вы почувствуете поддержку или вы сами ее будете оказывать. И, кстати, именно 19 мая может прийти новость о беременности в семье, о пополнении. Может, вы станете тетей, дядей, ваша сестра забеременела, там, двоюродная сестра. Вы узнаете, что в вашей семье будет пополнение. Еще может быть решение квартирного вопроса с участием родственников. Деньги могут приходить от недвижимости, от сдачи в аренду, может быть, какого-то объекта, от работы из дома. Либо если вы работаете в какой-то теме, не знаю, заботы, то финансы у вас увеличатся в ближайшие недели. Еще отдельно хочу сказать, что Меркурий делает благоприятный аспект к Плутону в этот же день, 19 мая. И если вы хотите с кем-то поговорить про финансы, вы можете договориться о цене, об условиях с выгодой для себя. Если нужно обсудить какой-то финансовый вопрос с родственниками или партнером, говорите. Вас услышат, ваше слово будет весомым. И Плутон в 9 доме добавит юридической силы. Поэтому, если вы будете подписывать бумаги, касающиеся семейного имущества, наследства, раздела или покупки жилья, этот день даст зеленый свет. Да, кстати, может быть еще и покупка недвижимости, ипотека, первый взнос. Вообще Венера любит качественное, уютное, поэтому покупки в этот период могут быть
не знаю, может, вы антикварную вещь какую-то купите, предмет из прошлого, что-то, что напоминает о детстве, или потратитесь на, не знаю, на поход в какой-то дорогой ресторан, угостите маму, там, пойдете на романтический ужин с женой. Деньги будут уходить с теплом, и это правильно. То, что вы вложите сейчас в дом и семью, вернется вам чувством опоры на ближайшие недели. 21 мая Солнце переходит в ваш знак Близнецы, начинаются ваши дни рождения. Поздравляю вас с наступающим вашим новым личным годом. Загадывайте желания, прописывайте их, обязательно празднуйте. И 22 мая Солнце соединится с Ураном в вашем первом доме гороскопа. До этого Меркурий соединялся. Плюс Венера будет в благоприятном аспекте к восходящему узлу. Поэтому 22 мая ждите звонок или сообщение с неожиданным предложением. Оно придет внезапно и заставит вас сорваться с места, резко поменять планы. Предложение может касаться денег, поездки или смены вашего статуса. Скорее всего, оно придет от женщины или будет связано с домом, семьей, недвижимостью. Не отмахивайтесь, потому что в этом разговоре ваш карьерный рост и финансовый шанс. Одновременно может быть этот день неспокойным. Будьте осторожны за рулем, с приборами, с проводами. Тело будет под напряжением, берегите сердце и нервы. В ближайшие недели, пока Солнце будет в вашем первом доме гороскопа, Меркурий будет в вашем первом доме гороскопа, вы будете менять внешность, имидж, вы будете инициатором перемен в вашей жизни, отправлять резюме, назначать встречу. Может быть, важные документы на ваше имя вы будете оформлять: виза, гражданство, ИП, открытие налогового номера, бизнеса, компании. Вы будете в центре внимания, вы становитесь человеком, к которому идут за решением. С 21 мая вы официально входите в свой месяц силы. Вы выходите на первый план в работе, в общении, в личной жизни и начинаете выглядеть и действовать так, что вас будут замечать. 31 мая происходит второе полнолуние месяца в знаке Стрелец в вашем 7 доме гороскопа. Оно происходит в секторе партнерских отношений, и полнолуние в 7 доме показывает завершение, кульминацию и ясность процессов, связанных с вашим взаимодействием с другими людьми. Это вы и человек напротив. Может быть завершение работы с клиентом, завершение контракта, завершение сотрудничества с работодателем, важные события с ключевыми для вас партнерами, совместные решения, разговоры или финал тех дел, которыми вы занимались вместе в последнее время. Но энергия этого полнолуния напряженная, можно даже сказать разрушительная. Она включает ось катастроф в мировом гороскопе, поэтому сам день 31 мая плюс-минус несколько дней вокруг него нужна предельная внимательность, особенно в отношениях с людьми, для вас конкретно. Осторожно, чтобы не наломать дров. И в этот период воздержитесь от любых действий, которые хотя бы в малой степени можно назвать рискованными. Это прямое столкновение ваших личных желаний и позиций другого человека. Вы будете видеть ситуацию по-своему, партнер совсем иначе. И в этом напряжении рождается или новый баланс, или окончательный разрыв. Третьего не дано. В личных отношениях многих из вас проиграется как точка вступления в брак, и его может быть расторжение брака тоже. Стрелец в 7 доме – это юридический брак, это официальные бумаги, это ЗАГС, это суд. Если именно в эти дни вы подаете заявление, расписываетесь, получаете свидетельство о браке, тоже будьте осторожны, чтобы там дату не переносили или еще что-то, но жениться, выходить замуж можно. Венера в прямом движении, которая отвечает за любовь, все планеты в прямом движении, кроме Плутона. Или наоборот, можете ставить подпись под документами о разводе, разделе имущества, алиментах. Это не просто разговоры, это именно фиксация договоренностей на бумаге, юридическая фиксация нового статуса. Если живете в гражданском браке, полнолуние подсветит необходимость или узаконить отношения, или признать, что этот формат себя исчерпал. Еще включается тема расстояния иностранцев. Если ваш партнер из другого города, страны, то встает вопрос переезда. Вы решаете, кто и куда едет, покупаете билеты, занимаетесь визами и воссоединяетесь, либо понимаете, что расстояние победило. Может быть совместный отпуск для тех, кто в длительных отношениях, запланированные на эти даты, или обсуждаемый сейчас, который станет проверкой на прочность. Вы или сблизитесь, или поймете, что вместе вам тесно после этого отпуска. В деловой сфере 7 дом – это клиенты, заказчики, работодатель, бизнес-партнеры, и полнолуние закрывает какой-то совместный проект, и этап работы завершается. Завершаются дела с конкретным человеком или компанией, подписываете финальные документы, получаете расчеты и закрываете контракт.
Либо если сотрудничество себя изжило, разрываете договор и расходитесь. Стрелец может дать завершение работы с иностранным партнером, компанией, связанной с международной деятельностью. Самое главное, что нужно помнить, что да, энергия полнолуния разрушительная, но только для того, что уже само трещит по швам. Но это полнолуние дает возможность наконец-то расставить точки и начать новый этап. Ваша задача в эти дни не рубить с плеча, не знаю, в порыве эмоций. Вы держите паузу, дайте ситуации проявиться до конца. Если у вас есть судебный процесс, тут может быть завершение после 31 мая. Решение, принятое на пике полнолуния, особенно с осью катастроф, может быть очень резким, поэтому дайте себе время переспать с какой-то мыслью или принять окончательное решение. Дождитесь, пока эмоции утихнут, и потом только действуйте. Поддержите, пожалуйста, мой канал, это видео лайком, напишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропускать важные астрологические события. Мне очень приятно, что многие из вас в комментариях пишут, что практически все прогнозы сбываются с точностью. Благодарю вас за обратную связь и желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие близнецы.